Я решила записать также видео, посвященное поиску суженого. Последний раз я выкладывала видео в январе, насколько я помню. С тех пор прошло 4 месяца, я думаю, многое изменилось у вас. И можно будет посмотреть еще раз. Итак, предлагаю на ваш суд видео гадания «Каков мой суженый?». Правила те же. Выкидывайте все из головы, кроме вопроса. И, думая о вопросе, загадывайте карту. Начнем? Итак, начинаем. Загадываем карту от 1 до 6 и смотрим. Так. Те, кто загадали первую карту, давайте посмотрим, что у нас выпало. Это карта первосвященника. Человек по карте первосвященника, он очень любит учить, он очень любит, чтобы его идеи были для других главными и значимыми. Это человек очень, скажем так, любит свои эмоции демонстрировать на показ. Может быть властным, знает много, умеет много. Много чему научился еще в детстве. И сейчас с полной уверенностью может передавать это людям, обучать людей. Считает, что он вполне вправе, поскольку он много прошел. Но в связи с этим все, что не по его, просто не ложится. То есть, если что-то из событий окружающих выходит не по его закону, то он он задолбает своими нотациями, как-то так. Наверное, да. Достаточно подвижный. Он умеет отдыхать, он умеет и расслабляться, и отдыхать. И благодаря этому он может в состоянии накопить достаточно сил для того, чтобы быть очень активным вовне, чтобы проявлять себя таким ярким, сильным, заметным. Ну ладно, пока что все. Сейчас посмотрим дальше, возможно, придет что-то еще по первому человеку. Духи вздумали пошутить со мной. Так, второй человек. Это друг. Это хороший друг. Тот человек, с которым поговорить интересно, тот человек, который всегда выслушает, всегда будет рядом, всегда пойдет на помощь, расположен к вам очень сильно. Это кто-то известный, знакомый. Он уже связан с вами. Связан чуть ли не с детства. Он замечательный друг и слушатель. Но чтобы что-то большее ожидать от него, нужно проявить больше терпения. Голословным он не будет. Он будет действовать, как только будет готов. Вопрос, готовы ли вы к подобному развитию событий. Он опирается чисто на это.
Те, кто вытянули, те, кто загадали третью карту смотрим. Это человек навязчивый, очень навязчивый. Человек, который за вами повсюду бегает, как собачка. Вам это нравится. Дает ощущение власти. Привязанный человек. Привязанный, не свободный. Нельзя сказать, что он сильный из-за этого, поскольку он телепается возле вас. Он не своим путем идет. Он возле вас находится, будет находиться. И забудет про свой собственный путь. В плане того, что он будет находиться рядом, то, что вот прямо куда ни плюнь, везде он. Это да. Ну, соответственно, да, романтика, цветы, все прочее в комплекте. То есть у него как бы ни дела, ни заботы, только за вами ухаживать. Это человек очень одинокий внутри. Из-за этого он и изменяет себе в поиске женщин, которые смогут заполнить пустоту в нем самом. Так, те, кто вытянули четвертую карту. Ну, это эмоциональный человек, это такой король эмоций. Знает, умеет управлять эмоциями. Умеет манипулировать, хороший манипулятор. Ну, это полностью соответствует тому, что вы запрашивали от мира. То есть вы, видимо, ваш посыл, ваш запрос относительно молодого человека, он как бы что-то такое и предполагал. Вот какого-то такого человека. Жизнерадостный, веселый. Ну, он как бы очень хорошо владеет собой, поэтому он может выглядеть каким-то таким одиночкой, может быть, да. Но при близком рассмотрении, то есть когда ты с ним начинаешь общаться, это очень открытый, дружественный человек такой. Вот. Хороший компанейский такой человек. Вот. Но внутри он не открыт. То есть, ну, такой тип людей, он достаточно интересный. То есть вы можете с ним общаться много-много лет и считать, что вы все о нем знаете, потому что он очень много болтает, он всегда все эмоции на виду, все вот это вот выплескивается. Вот, и это создает впечатление, что человек абсолютно открытый, и нет ничего, чего бы он не проговаривал. Вот. И вдруг в какой-то момент выясняется, что у него его именно жизнь собственная, да, какая-то частная, она абсолютно отличается от того, что он проговаривает. Вот, и он абсолютно, получается, другой в частной жизни. Абсолютно другие интересы, абсолютно другие как бы увлечения и прочее, и прочее. То есть это человек такой... Таким людям очень хорошо быть актерами. То есть у него есть какая-то, скажем, жизнь для массы, да, для публики. Вот, какая-то маска, какое-то лицо для публики. И есть абсолютно другое лицо для отношений с людьми, которые действительно для него что-то значат. Вот. Поэтому с этим человеком нужно, скажем так, нужно очень хорошо разбираться в людях, чтобы увидеть за его, скажем, какими-то такими эмоциональными проявлениями его настоящие чувства. То, что он действительно ощущает, то, что он по-настоящему чувствует.
Вот, то есть, если вы не хотите, чтобы эти отношения были поверхностными, вам нужно глубоко нырять в этого человека. Вот, то есть, по большому счету, сам он привык больше демонстрировать что-то. То есть демонстрировать зачастую не то, что он чувствует на самом деле. Вот. Поэтому говорю, если тут в данном случае гадание на суженого, да, вот, и если мы берем суженого, если вы действительно планируете с этим человеком, ну, дальше серьезно развивать отношения, да, вот, то в принципе, я думаю, имеет смысл каким-то образом постараться понять, что у человека внутри. То есть постараться вовнутрь него как-то попасть, постараться рассмотреть, что там внутри, за теми вывесками, которые он очень старательно, очень грамотно демонстрирует окружающим его людям. Вот. Так, что ж. Те, кто выбрали, получается, 5-ю карту. Ага, ну. Очень часто попадающий психотип такого раздолбая ребенка, по сути. Так, что ж, человек с молодой душой, человек, который не боится экспериментов, человек, которого ведет провидение и которого особо не заботят материальные вопросы, просто потому что он знает, что ничего плохого с ним случиться просто не может. Вот. То есть его опора, она не на землю. Вот, еще раз карту покажу. Его опора, она не на землю. Он смотрит наверх, на какую-то идею, наверх. То есть его ведут идеи, его ведут какое-то вдохновение, его ведет что-то, что он ощущает как правильность, как направление. Вот. Но если вы спросите его, собственно, а куда мы идем, в общем-то, то вряд ли он вам что-то конкретное сможет ответить, потому что вот эта вот чуйка, вот это вот ощущение, да, направление, оно его собственное. Это его собственное, ну, образно говоря, его Бог ведет, да? Но он его ведет. Он не может это каким-то образом объяснить вам, потому что это исключительно его собственное ощущение, направление. С точки зрения окружающих, это может выглядеть вообще как шутовство какое-то, баловство и абсолютно какие-то несерьезные занятия, несерьезная какая-то деятельность. Вот. Но поверьте, то есть этот человек, он ведомый провидением просто. Вот. То есть вы можете что угодно думать по поводу его безалаберности, по поводу его какой-то неприземленности, да. Вот. Но, во-первых, с ним весело. Это классно. То есть с этим человеком всегда весело. Он нестандартный, он спонтанный. То есть вы никогда не знаете, что от него ожидать. Это круто. Вот. Он способен на нестандартное решение, он способен на нестандартные поступки. Вот. И, в принципе, такой человек, он, если шут в проработке, если как бы это человек, скажем, уже более-менее развитый, да, вот, то есть это не просто как бы там студент там, или что-то в этом роде. Если студент, то как бы раздолбайство понятно, да. Вот. Если это будет человек какой-то постарше, то в данном случае можно говорить о том, что это действительно человек с нестандартным мышлением просто. Вот.
То есть я сейчас возраст не оговариваю данного человека, потому что, ну, сами понимаете, сколько у вас человек, да, и у каждого своя ситуация будет. То есть у кого-то молодой, у кого-то старый, неважно. Тут смысл в психотипе. Смысл в том, что он молод внутри, молод в душе. Вот. И за счет этого он способен двигаться нестандартно, принимать нестандартные решения. Он никогда не помнит ничего плохого. Он никогда не опирается на какой-то старый опыт, который вот когда-то там кто-то мне нагадил, и я вот теперь помню, как бы. Вот, то есть такого нету. Вот, он достаточно легкий на подъем и не помнит плохого. Просто потому, что ему некогда. Он всегда в каких-то идеях, он всегда в каком-то таком веселье, он всегда куда-то идет, куда-то направляется, у него какие-то идеи бесшабашные, всегда где-то развлечься, где-то что-то там придумать такое прикольное, интересное, вот, и как бы ему просто некогда такой фигней заниматься. Так, что ж, дальше. Те, кто загадали, вытянули 6-ю карту. Опять имеем такого эмоционального молодого человека. Эмоциональный молодой человек, он как бы, вот эмоциональный человек, но он уже созревший, да, он, как я уже сказала, тут хорошо владеет собой. Вот. А этот молодой человек, он как бы учится. Вот. И если он подрастет, то он станет вот таким. Вот. На данный момент этот молодой человек, он принципиально не видит ничего плохого. Но если в этом случае человека-провидение ведет, да, то есть у него это обосновано определенным чувством внутри, вот, то здесь это такая просто игнорирование всего плохого. То есть это такой пир во время чумы, что-то в этом роде. Вот, то есть это его выбор. Он защищается от всего плохого, что, в принципе, может случиться в окружающем мире. Не любит новые идеи, как-то он совсем к этому не особо. В плане семьи какие-то заморочки именно по поводу взглядов на семейную жизнь. Тут какие-то блоки, я бы сказала, да? То есть, может, что-то в его собственной семье было, или, возможно, у него был опыт уже каких-то отношений, в результате приведших к такому его отношению критическому к супружеству. Но это не значит, что он не выйдет замуж, это значит просто, что у него вот какие-то тараканы на этот счет. Очень эмоциональный. Вот капец просто какой эмоциональный. И он конкретно ищет себе пару. То есть ему нужна женщина. Это его собственный выбор. То есть он будет активно себя проявлять. Вот. Может, не совсем умело, поскольку это все-таки паж. Да, это паж кубков. Вот. Но, тем не менее, это его собственный выбор. То есть он сам желает найти себе пару. Вот, соответственно, от него можно ожидать активных действий. Он всегда выглядит круче, чем он есть. Он такой пафосный слегка. Но это служит его целям. То есть в этом плане он схож с вот этим человеком, да. То есть, говорю, возможно, это немножко ниже классом просто. То есть его вот эта пафосность, она растет как раз из семьи растет. Растет из семьи. Он гордится своей семьей, вот, и в связи с этим у него немножко такая вот поверхностность, что ли, по отношению к другим людям
к женщинам в частности, старательно взращиваемая им. Нет ничего плохого в этом, это как бы, опять же, молодой человек просто учится плавать. То есть, поскольку это Паш Кубков, он учится плавать, рыбка такая. Ничего, научится. Чем больше человека опыта, тем как бы его взгляды шире. В данном случае можно говорить про то, что опыта немного. Ну, как-то так. Так, давайте вернемся еще раз к первому варианту, потому что как-то я так сначала не раскачалась немного. Напомню, первый вариант у нас это первосвященник. Вот такой серьезный человек весьма. Вот. Человек серьезный и человек, скажем так, без четко выраженной яньской личности. То есть он ищет слабые стороны в ваших высказываниях, ваших поступках. Он вот любит копаться в чужих ситуациях. Он любит разбирать все по косточкам и выяснять, где кто ошибся, вот, где кто неправильно как-то подал себя, как-то вот не по шаблону, что ли. То есть это не тот человек, который, скажем, вот лидер, который там поведет за собой людей, там тра-ля-ля. То есть это не ярко выраженная яньская личность. Это скорее вот такой, сказать, серый кардинал. Вот. Серый кардинал, который все про всех знает, ну или почти стремится, по крайней мере, к этому. И старательно манипулирует этой информацией. То есть вот он, говорю, очень любит копошиться в чужих достижениях, в чужих каких-то, в чужих поступках. Ну, это, скажем так, это следствие городской среды, в которой он в основном-то находится, да. Тут, опять же, нет смысла как бы жаловаться на эту тему. Он просто следствие той среды, в которой он вырос. И он очень любит быть один. Вот очень. И он постоянно, скорее всего, у него даже в разговоре часто проскальзывает такое, типа, оставьте меня в покое все. Можно сказать, что это человек на самом деле внутри достаточно мягкий. Достаточно мягкий и, ну, не совсем как тряпочка, да, то есть это скорее вот такая вот сильная женщина, да, по большому счету, да, но стальная, но все-таки женщина. То есть здесь речь идет о том, что нет привычки самостоятельно что-то делать. Мир заставляет его быть вот таким вот ярким, проявленным, надежным, вот, очень сильным, при том, что его собственный опыт, собственные знания, они скорее холодные, не горячие, то есть они скорее, скажем, критичны по отношению к миру. То есть он склонен размышлять скептически. Вот. И как бы рубить с плеча, вот, в своих суждениях. Но мир от него требует, чтобы он был вот, чтобы он грел, чтобы он согревал, чтобы возле него было тепло. Вот. И из-за этого вот у него вот такой как бы конфликт, ну в смысле того, что он постоянно
говорит, чтобы его в покое оставили, потому что ожидания окружающего мира, они не дают ему быть таким, какой он есть. Вот таким вот просто скептическим товарищем, жестким. Вот. Так, ну вроде как бы все, поэтому. Так, если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Вот, я постараюсь периодически выкладывать подобные видео. Вот, кроме того, у меня на канале выходят различные медитации, вот, и ченнелинги тоже, если кому интересно. Присоединяйтесь, смотрите. Вот, всех жду, в том числе на моих прямых эфирах. Вот, еще раз всем спасибо, пока-пока.